Кухня и гостиная. Объединять или разделять? А запахи, а гости, а дети? По какой причине для одних это мечта, а другие отвечают на этот вопрос категорическое и однозначное нет? И какие трудности могут встать на пути такого решения? Давайте разбираться. Сперва рассмотрим некоторые аргументы против объединения кухни и гостиной комнаты. Запахи. Некоторые настаивают, что если объединять кухню и гостиную, то запах еды будет чувствоваться не только на всю кухню, но и на всю гостиную. Запах еды тут выступает как главный раздражитель. Но здесь есть один парадоксальный момент, который я все никак не могу постичь, ведь еда, в принципе, это вкусно. Люди в своем большинстве любят есть и радуются, когда чем-то вкусненьким запахло. Иногда запахи любимой еды – это весомая часть нашей палитры добрых воспоминаний о былом. Многие долгие годы вспоминают запах бабушкиных блинчиков по утрам или вишневого пирога мамы по воскресеньям. Кстати, мало кто знает, но отделы с выпечкой в супермаркетах специально располагаются так, чтобы его аромат лучше разносился по всему пространству. Ну а если вы что-то совсем пахучее готовите, например, вы готовите рыбу, тушите ее, так эту рыбу и вы, и ваши соседи еще из лифтового холла учуют, что ж говорить про соседние комнаты. Также некоторые уверяют, что если объединить кухню и гостиную, то запахом еды может пропахнуть вся мебель, весь текстиль и шторы. Такое действительно может быть, но исключительно в том случае, если в доме очень плохая, возможно, даже старая, забитая вентиляция, или кто-то из соседей влез в венкороб и все там остальным перекрыл. Вот почему нельзя врезаться всякими своими хотелками в общедомовые вентиляционные шахты. В мое отрочество люди были необузданные и бескомпромиссные. Они поднимались на чердак и скидывали в вентиляционную шахту всякое тяжелое металлическое и ломали наглецам холодильники с телевизорами, которые они туда врезали. Поэтому это не локальный, а глобальный вопрос обновления воздуха в квартире. Многие возразят, но есть же замечательное изобретение – вытяжка, и она решает все проблемы. Но нет, перекрывая канал вентиляции на кухне вытяжкой, вы занижаете воздухообмен в квартире, ведь кухонная вытяжка не заменяет вентиляцию и не обеспечивает смены воздуха, а работает только на удаление воздуха, поступающего от варочной поверхности. Но и здесь не все так просто, ведь если поставить вытяжку недостаточной мощности, она не будет выполнять возложенные на нее функции, а будет попросту занимать место на кухне. Но тогда вы скажете, надо ставить самую мощную. Тоже нет, ведь производительность вытяжки будет зависеть от пропускных способностей вентканала, и чем интенсивнее подается воздух, тем сильнее ему препятствует ограничение вентканала, а когда нагнетаемый воздух не может двигаться вперед, он возвращается назад. Поэтому вытяжка будет работать только если вы установили ее правильно, с необходимыми отступами и рассчитали необходимую производительность конкретно для вашей плиты, и то она будет работать только в зоне ее расположения. Если же запахи поднимутся к потолку, вытяжка их уже не уберет. Также, если в этот момент будет, например, сквозняк, он разнесет запахи, несмотря на работу вытяжки. Другой вопрос, если часто что-то подгорает и сгорает, то отдельная кухня хороша, чтобы быстренько закрыть двери, открыть окна и купировать дым. Но с другой стороны, если что-то очень часто подгорает, то есть вероятность, что человек готовит еду не от большой любви к кулинарии, и тогда, возможно, стоит реорганизовать образ жизни и питание, чтобы делать то, что любишь, и поменьше того, чего не любишь. А то если ты не любишь и страдаешь, то все вокруг тебя тоже будут страдать. А если делаешь то, что любишь, то и всем вокруг, наоборот, сразу станет жить лучше. Если вдруг кто-то не подозревал, не все женщины любят готовить, но могут бояться в этом признаться из-за стереотипов, ведь большинство людей все еще живет в этом дуальном мире, где лучшие мишленовские повара сплошь мужчины, но женщины все равно должны готовить, потому что они женщины. Двигаемся дальше. Дети. Тут мнения разделяются.
Одним в открытом пространстве становится удобно, например, готовить и следить за детьми, и они боготворят объединенные кухни и гостиные. Другие же считают, что закрыть дверь на кухню от детей и лишить их доступа к колющим, режущим, а также к бытовой химии, спичкам и огню – лучшее, что придумало человечество. Думаю, что тут каждый должен взглянуть на своих детей, увидеть всю их расцветающую индивидуальность и решить этот вопрос в частном порядке, потому что универсального варианта здесь нет. Теперь поговорим об изоляции хозяйки дома. Порой, когда не хватает места и личного пространства для отдыха, кухня становится для женщины местом ее отдыха и уединения. Она там отдыхает от работы, может поболтать с подружкой или посмотреть телевизор так, чтобы ее никто не трогал. Но на самом деле любая женщина с удовольствием отдыхала бы на удобном диване или болтала бы с подружкой на веранде, если бы у нее была такая возможность. Так что это на самом деле не столько вопрос ваших пристрастий, а скорее вопрос вашего умения адаптироваться к нехватке жилой площади. Эту привычку можно отследить самонаблюдением и в случае, если вы переезжаете в более просторное жилье с другими возможностями, не перевозить ее с собой. Это, вероятно, тема для отдельного ролика, как мы в более просторное жилье переносим наши привычки жизни из прошлого жилья и в тесноте, уверяя себя в том, что на самом деле это не адаптация, а вот такие вот наши неповторимые предпочтения, и они нам очень нравятся. И как эти наши, в кавычках, привычки и предпочтения разбивают в пух и прах новое пространство. Я очень много с этим сталкиваюсь при работе с клиентами и в работах на курсах. Но если кухня наделяется функцией еще и уединенного отдыха и деваться некуда, тогда, конечно, надо делать ее изолированной. Немножко грустненько, если женщина воспринимается как обслуживающий персонал, отделяется от гостей и хлопочет на кухне, поднося и унося тарелки гостям. Так жили наши мамы и бабушки, но сейчас эта норма смещается, и задвигать хозяйку на черновую техническую кухню становится все менее популярным. С объединенной кухней и гостиной хозяйка не отделяется от общения с гостями. Ее подготовка блюд может даже стать темой для более расслабленного и неформального общения. Сейчас некоторые уже готовят и вместе с гостями на большом острове, одновременно хихикая и вспоминая истории из путешествий, придавая смысл не только результату готовки, но и самому процессу. Подавляющему большинству людей оказывается удобной планировка, когда совмещается кухня с гостиной. Именно потому, что получается большое общее открытое пространство, где можно собраться со всеми домочадцами, отдохнуть, пообщаться, поесть или посмотреть кино. В объединенных кухнях-гостиных больше простора, воздуха и света, чем в спальнях и детских, куда все разбегаются спать и отдыхать от общения друг с другом. Мировой строительный опыт отражает это явление. Люди чаще выбирают квартиры с объединенной кухней и гостиной. Такие апартаменты охотнее покупаются, сдаются и все чаще будут строиться в будущем. У нас квартиры с объединенной кухней и гостиной очень часто называются евро-однушки, евро-двушки и евро-трешки. Это значит, что в квартире обязательно есть кухня-гостиная, но кроме нее есть еще 1, 2 или 3 комнаты соответственно. Все потому, что в Европе гостиную, присоединенную к кухне, не считают за комнату. Комнатой в Европе называется только та комната, где можно обустроить спальню или детскую. Ну а мы, народ, познавший хрущевки, панельки и сголодавшийся по просторным помещениям, очень часто носим в сердце мечту объединить кухню с гостиной. Если квартира без несущих перегородок или уже с объединенной кухней и гостиной, тогда это развязывает нам руки. Но иногда у такого желания есть и свои трудности. Несущие стены. Сносить несущую стену с мыслями «авось пронесет» нельзя, потому что на следующий день потолок может рухнуть на голову Авоськину. Но организовать небольшой проем в несущей стене возможно. Для этого нужно проделать достаточно сосредоточенную работу, получить техническое заключение от автора проекта дома, разработать проект реконструкции, правильно его реализовать и усилить новый проем согласно подготовленному проекту. И это все совсем не так увлекательно, как звучит в моем ролике.
Газовые плиты. Если дома есть газовая плита, то велика вероятность, что по закону вашего региона или страны объединить кухню с жилой комнатой можно только при организации между ними дверей или сдвижной перегородки с плотным прихлопом. Степень плотности прихлопа обычно не оговаривается в документах и определяется надзорным органом на глаз и зависит от его настроения. Поэтому чем плотнее вы уплотните свои прихлопы, тем лучше. А еще в документах не оговаривается материал сдвижных перегородок или дверей, поэтому они могут быть как стеклянными, так и оловянными или деревянными, что, конечно, радует и дает простор воображению. В большинстве случаев лучшим, красивым, аккуратным решением являются двойные двери в пенал или стеклянные перегородки. Во-вторых, если вы хотите обойтись вообще без перегородок, то в некоторых случаях можно заменить газовую плиту на электрическую, но для этого нужно уточнять, есть ли возможность получить дополнительные киловатты для плиты, вывести газ из квартиры, подготовить электропроект, все согласовать, правильно реализовать, и тогда можно полностью демонтировать ненесущую стену и объединить пространство. Но для таких приемов всегда консультируюсь с юристами по планировкам и перепланировкам в вашем городе или в вашей стране. Потому что они всегда лучше знают все нюансы вашего законодательства и локальную практику согласования. Объединенная ли у вас кухня и гостиная? Какой у вас опыт с такими пространствами? Пишите в комментариях. А тем, кто сомневается, будет очень любопытно узнать ваше мнение. Ставьте лайк и бейте в колокольчик. Всем дизайн!